Энтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Итак, ну что мы видим на данный момент? Эфириум у нас немножко больше отток капитала, чем у битка. Ну, в принципе, что? Приостановился у нас рост крипторынка и нету притока капитала. Приостановили они и падение доминации биткоина. Если мы посмотрим на 4-часовике, здесь очень шикарно у нас формируется медвежий флаг. Аналогичная ситуация у нас была вот буквально недавно, это с 18 июля по 7 августа. И здесь подобная ситуация. Посмотрим, понаблюдаем. В ближайшее время, я думаю, что здесь будет сформирован полностью этот медвежий флаг. Мы вот так вот, может быть, такое, что по доминации походим в рамках этого канала. И все-таки предполагаю, что будет у нас здесь продолжение снижения доминации биткоина. Что у нас по альтсезону? Что у нас с альткоинами? Аналогичная ситуация. На дневке видно, что здесь приостановили рост. Раз, два, 3, 4, 5 дней уже мы топчемся на месте, никаких особо здесь продвижений нету, но самое важное, мы здесь пробили глобальную трендовую линию. Если мы посмотрим на недельки, у нас здесь выглядит все это дело вот так вот. Последний раз альтсезон у нас был в августе 2022 года, здесь вот такой небольшой локальный за лето 2022 года у нас некоторые альткоины показали отскок перед дальнейшим погружением. И мы, в принципе, погружались очень длительный период времени. Буквально с сентября 2022 года особо ничего интересного на альткоинах не происходило, за исключением пару нескольких отскоков. На данный момент выглядим мы неплохо по альте. Вроде бы как формирует здесь разворот, пробили нисходящую трендовую линию, синяя вот. И здесь у нас, в принципе, еще не было никакого особо ретеста. Но у нас сегодня что? Суббота. Есть еще, вернее, не суббота, а воскресенье уже. Недельку все-таки здесь закроем. Может быть такое, что здесь мы уйдем на ретест на следующей неделе по доминации альты. И будем тестить трендовую линию. Вообще хотелось бы забрать хорошее движение по альткоинам. Ну, хотя бы 2 пункта, это было бы вообще шикарно. Видим то, что здесь был разворот, ретест. Вернулись назад, пробили. Может быть такое, что опять мы отретестим тренд. И только потом у нас будет восходящее движение. Вот. И хотелось бы, конечно же, забрать вот это вот движение. Дадут ли они его нам забрать? Непонятно. Здесь хоть движение небольшое, но альткоины могут показать хорошее движение относительно доллара. Вот. И здесь есть сильнейший блок сопротивления. Вот этот вот блок, это блок сопротивления. Это как раз у нас альтсезон ноябрь 2024 года. Локальный, небольшой. И здесь уже мы видим фиксации позиций. Люди фиксируют позиции на крипте. Большинство уже начинают выходить. 2-3 икса на альте поймали и уже выходят с рынка. Но будет ли в дальнейшем такое движение, никто, конечно же, не знает. Здесь у нас есть еще один тренд. Черный вот этот глобальный. Это у нас 2017 год, 2022 год касания. По всей видимости, можем прийти к этому тренду. Хотелось бы забрать вот такое вот движение по альте. Хотелось бы. Что у нас по индикаторам альтсезона? Здесь есть уже разворот. Формируют. Может быть такое, что коррекция закончилась. И если у нас глобальный альтсезон, то у нас, в принципе, 2020-2021 год подобная ситуация была. Февраль-январь, март 21 год мы здесь приостановились и дальше ушли выше. Это такой среднесрочный индикатор альтсезона. Также у нас здесь есть еще один, смотрите, 55. Но тут у нас коррекция, это такой себе месячный. Тут у нас альтсезоны по месяцам шли.
Вот май 24 год, январь 24 год. Ну и есть глобальный. Здесь отметочка 31. Вроде бы как мы здесь уже формируем разворот. С июля 2025 года мы вроде бы как формируем разворот. Если мы посмотрим все это дело. Вот, у нас вроде бы как здесь разворотное движение. Довольно-таки неплохо. Последний раз на этом индикаторе у нас отметочка альтсезона тоже был, в принципе, альтсезон здесь в декабре 2021 года. Ну, последнее движение по альте. Также у нас был май 2021 год, сентябрь 2020 год. Здесь выходили Shiba Inu, Solana монеты, атомы, доты, разные проекты. Тут именно истинный альтсезон, апрель-май 2021 года. Ну и дальше шум. Прекрасно мы помним разворот на медвежку, осень 2021 года. Вот. Ну и также у нас здесь был альтсезон 2017 год. Декабрь 2017 год, и все, пошла медвежка. Вот, в принципе, хотелось бы увидеть вот такое вот движение на альте. Вот здесь вот. Хотя бы в диапазон 2 пункта. Ну и, конечно же, падение доминации биткоина. Продолжение падения доминации биткоина. Вот так вот сюда хотя бы. В отметочку 50 пунктов. Может быть такое, что 48-47. И, конечно же, на индикаторе альтсезона глобальном, чтобы мы, ну, хотя бы там бы, я знаю, приподнялись бы в диапазон 75. Вот у нас глобальный индикатор альтсезона. И чтобы мы с вами показали бы хотя бы вот такое вот движение. Вот сюда вот. Это было бы просто-напросто просто шикарно, чтобы мы здесь вот так вот в боковичке еще походили. Это было просто шикарно. Дадут ли такое? Никто, конечно же, не знает. Абсолютно никто не знает. Но да, есть еще одна надежда на падение доминации. Если мы, допустим, с вами... Запись у нас идет. Если мы, допустим, с вами начали падать по доминации, и здесь уже конкретно выраженное падение, потому как мы уже просто-напросто пробили восходящий канал. Уже 2 недели еще было у нас немножко падения. И если мы здесь действительно начали разворот по доминации биткоина, то зачастую, вот как у нас было в прошлой бычке, 19-20 недель у нас доминация падала. Здесь вот 19-20 недель. Если, допустим, мы возьмем вот эти вот шаблон-бары, вот так вот, да, ну, до вот этого вот момента, в принципе, можем перенести. Посмотреть, что у нас будет. Примерная ситуация. Вот так вот у нас был пик поставлен, да, и мы начали падать. Мы начали падать, и конкретное падение у нас может произойти где-то, вот смотрите, получается, ну я здесь меточку ставил 29 сентября, но где-то пускай там на 3 ноября, на 10 ноября, может быть такое, что мы на недельке подобную структуру отрисуем. Правда, будет падение, я считаю, что где-то там на 47-48 максимум могут заколоть. А так, то посмотрим, понаблюдаем. В принципе, вот так вот. Ну, если посмотреть глобально, то глобально у нас здесь выросло, ну, небольшое количество монет. Penguin там, Иена, это топ-50 проектов. Sui, Hebera, XLM, некоторые биржевые токены. Ну и все. В принципе, такая ситуация у нас на рынке. Еще непонятно, что будет дальше. Посмотрим, понаблюдаем. Тут у нас может будет такое, что будет намечаться уже скоро мир. Будет ли он намечаться или нет. Нам эту карту раскроют только спустя какой-то период времени. Может, эта вся развязка событий произойдет как раз вот, ну, за вот эти вот 3 месяца. И будем ожидать. В принципе,
За год, если посмотреть, то ну, такие вот у нас результаты по альте. XRP 450%, вот такие вот 350 XLM, Dogecoin 131, но это в основном даже и не альт-сезон. Вот, в принципе, вот так вот. Стоит ожидать полной развязки событий. Я думаю, что октябрь-ноябрь, ну, уже мы должны что-то увидеть. Сильно манипулятор, конечно же, не хочет ничего нам показывать на этом рынке. Особенно не хочет отдавать нам наши деньги. Уже не говоря о том, что какие-то иксы вы здесь получите. Ну, просто-напросто, если ты даже что-то и прикупил, у тебя моментальная просадка на портфеле. Все. Не хотят они давать бабки. Но будем надеяться, что все у нас наладится, все у нас будет хорошо. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Все ссылки есть в описании под видео. На бирже, на телеграм-канал. Кому интересно, можете запрыгнуть в чат в телеграм. Если кто-то желает задонатить, тоже есть все в описании под видео. Всем пока, до связи и мирного неба.